Привет! Вот такое срочное включение. Так начнется наше видео с новым заказом. Только что мне сделали заказ, соответственно, на большую интерьерную картину, в готовый проект, дизайн-проект. Там есть даже место под картину, и там сейчас абстракция, но нужно сделать море. Я прям чувствую, что это будет очень клевый заказ. Сейчас 8 января. Я постараюсь сделать ее достаточно быстро, потому что у меня сейчас есть свободное время, есть запал. Хочу начать прям завтра. Так что посмотрим, как будет этот заказ. Думаете, смогу сделать без единой правки? Можете написать в комментариях, ставите вы на меня или нет, прежде чем досмотреть это видео до конца. Так что все, начинаем новый заказ. Класс! Я очень рада. На следующий день я отправилась в наш большой художественный магазин, в Передвижник. Там есть огромный выбор холстов, поэтому мой выбор всегда падает на него, когда я отправляюсь покупать новые холсты для работы. Итак, заказчик изначально попросил меня взять размер 90 на 100 сантиметров, но когда я приехала, увидела уже вживую формат, мне он показался более такой квадратный, а все-таки на референсе исходном у нас такой вытянутый проем, и картину тоже хотелось бы иметь вытянутую. Плюс референс, который я пишу, он тоже вытянутый, поэтому я предложила взять размер 100 на 80, на чем мы с заказчиками сошлись. Мне очень понравилась задумка заказчиков. Это оказалось их любимое место в Греции, по-моему, на Кипре, если быть точнее. Они туда очень часто ездят с семьей, и им хотелось передать вот ощущение этого места. Плюс мне сказали, что можно не рисовать людей, что я не очень люблю, а акцентируем внимание только на природе. Поэтому этот заказ прям мне как-то сразу очень сильно понравился, и я почувствовала, что исполнить такое будет просто чудесно. Я четко понимала, что я не хочу эту картину делать очень яркой, чтобы это было такое стильное, интерьерное, красивое пятно, но при этом не очень цветастое. Я решила, что наше голубое небо будет не такое насыщенное, как на референсе. Я захотела его сделать больше похожим на абстракцию с референса, то есть взять такое нейтрально-серо-голубое небо, сделать его не таким насыщенным, и уже все остальное прописать поярче. То есть главный герой — это у нас горы и вода, а небо — это лишь такое поддержание фона, поддержание цвета стен, но не яркое акцентное пятно. Могу вам честно рассказать, что горы я писала всего пару раз, и это были скорее какие-то более абстрактные вещи, когда ты работаешь мастихином, где-то накладываешь очень густо краску, но вот писать какие-то более реалистичные горы, особенно цвета такого песка, мне еще не приходилось, поэтому я немножко волновалась, но на удивление это был самый, наверное, приятный момент в картине. Я писала горы почти 5 дней, и я с таким удовольствием прописывала каждую деталь, каждый, не знаю, выступ, вот эту скалу посередине, каждый цвет. И мне действительно это очень понравилось. Я даже задумалась на какой-то момент, что, может быть, на следующей картине тоже добавить горы, чтобы развивать этот навык дальше. Я взяла всего лишь 5 цветов. И то 2 из них это были белила и неаполитанская телесная, краска с белилами, то есть по сути почти одно и то же. И просто решила сначала разложить на цветовые пятна, а уже дальше по мере прописи добавлять какие-то детали, акценты внутри прям картины. То есть у меня не было какого-то четкого плана, я больше шла по наитию. Но, конечно, первостепенно я всегда избавляюсь от холста, дабы меня не смущал белый холст, и только потом прописываю детали. Для меня, конечно, было шоком то, что вот такой маленький кусочек, который я пишу, у меня занял почти 8 часов работы, и это было очень долго. Привет! Сегодня второй день работы над картиной. Вчера я успела сделать заливку полностью серого неба, при этом я его делала серо-голубым, но не таким голубым, как на референсе. Это мы обсуждали с заказчиком, посмотрим, как ему будет цвет в итоге. Если что, подберем нужный оттенок, переделаем. Вот, и также я начала работать над горами. Я немножечко переживала, потому что раньше у меня не было опыта работы с такой текстурой. Обычно это, если были горы, то более заснеженные. Вот, но тут на самом деле мне уже нравится, как получается. Кусочки вырисовываются. Сейчас я буду наслаивать, продолжать на всю картину. То есть я начала с куска, чтобы понять вообще, какой набор мне подойдет. Целиковый ли, когда ты заливаешь полностью и только на следующий день прорабатываешь по сухому,
либо же, когда ты потихоньку слой за слоем набираешь тут же в работе над одним местом. Кажется, что вот такой способ очень даже неплохой. Сейчас продолжу. И сегодня нужно залить полностью цветом моря, потому что она будет, вот эта часть, это будет точно многослойная история. Ее нужно будет писать наслоением, потому что там такая белая пена по всему пространству воды, и это, наверное, надо писать будет по-сухому. Вот, пошла работать. Как вам начало картины? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам вообще сюжет, и не забывайте, пожалуйста, подписываться, ставить лайк под видео, потому что это все помогает продвижению моего канала и помогает мне снимать больше и чаще. Буду рада. Прошел второй, прошел третий день работы, я все набираю горы, шел уже 4-й день. Я поняла, что мне нужно помочь себя концентрировать, хоть я и работаю по 7-8 часов над одним кусочком, работать действительно очень сложно. То есть ты начинаешь отвлекаться, уставать, ты не можешь уже сидеть, ты не понимаешь, почему так долго. И в этом плане мне очень помогают книги. Я включаю себе аудиокниги. Если потом по этой книге есть фильм, я включаю себе на фон фильм. И это, конечно, помогает мне в работе, но фильмы немножко отвлекают, а вот аудиокниги — это прям мой формат. Я раньше, наверное, год назад просто, да я сейчас обожаю, но обожала включать себе за работой серию аудиокниг про Гарри Поттера в озвучке Клюквина, так как он читает почти что как аудиоспектакль. Еще это моя любимая самая история, я являюсь фанатом, и это действительно очень помогает концентрироваться на работе. Вы можете делать действия много часов, грубо говоря, погружаетесь в медитацию, то есть вы вроде и знаете историю, которая происходит на фоне, но при этом там идет действие, у вас идет действие, и в совокупности это дает очень плодотворную работу. Не знаю, напишите в комментариях, что вы делаете во время работы, чтобы себя концентрировать, помогают ли вам аудиокниги или вы слушаете музыку. Меня, например, музыка очень сильно отвлекает от того, что каждый раз меняется мотив, каждый раз меняется песня. Это немножко сбивает, так как настроение в музыке бывает абсолютно разное, и когда оно очень быстро и часто меняется, я теряю собственное настроение, я пытаюсь подстроиться, грубо говоря, под музыку, и это меня сбивает. Вот аудиокниги прям моя любовь.
Так, ну я закончила. Собака вот тут делает гимнастику. Я закончила горы, можно приступать к воде. Впервые писала так долго одну часть картины. Мне прям понравилось. По-моему, выглядит очень хорошо. Надеюсь, заказчику тоже понравится. И меня не попросят переделывать. Так, приступаем к воде. Хочу показать вам, как мы с заказчиком выбирали цвет воды. Я в Procreate составила варианты, немножко меняла оттенок. Они попросили сделать поярче воду. В итоге мы остановились на вот таком вот синеватом. Делаем его. Доброе утро! Я вчера ночью закончила картину. Это значит, что я сейчас скину заказчику работу, буду ждать от него правок. Но я надеюсь, что правок не будет. Пожалуйста, пожалуйста, пусть их не будет. В общем, я только что получила спустя 1,5 дня ответ по поводу моего заказа от заказчиков. Все понравилось заказчикам, но девушке, которая курирует мой заказ, есть моменты, которые нужно доделать в картине, типа там брызги, блики, в общем, по мелочи, чтобы картину сделать еще более реалистичной. Так что завтра доделаю. Так, только что приходил заказчик прямо ко мне домой, потому что они хотели посмотреть перед финальной просушкой картины ее вживую. И так как у меня нет сейчас мастерской, они приходили ко мне в гости, и картина понравилась заказчикам, мне все одобрили, ура, просто я невероятно рада. Можно теперь ставить подпись и начинать монтаж этого видео. Господи, ура! Ну что, осталось поставить подпись, и я завершаю этот заказ и историю этого заказа. Мне очень понравилась эта картина, и как она писалась, и как создавалась, насколько она получилась у меня без стресса, в удовольствие, и правки были совсем минимальные, что тоже огромный плюс. Мне вообще кажется, что это одна из самых моих удачных, красивых работ. Я безумно благодарна вообще за такой опыт, это очень здорово. Теперь хочу писать горы. Ну а нас с вами впереди ждет новая работа, новое видео, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и палец вверх, и увидимся с вами в новом ролике.